Некрасивых женщин нет. Есть мало выпитого. Ты так симпатично выглядишь, я бы хотел взять у тебя номер телефона. На улице, в Тиндере, в клубе, в метро. Одним сексом не наешься, в конце концов. Здравствуйте, дорогие друзья, на связи комитет. И сегодня с вами похитители женских сердец Егор, Степа и Влад. Парни, я хотел у вас вообще спросить, а вы когда последний раз знакомились с дамами? Тебе как сказать? Через интернет или вживую? Как? Что ты хочешь? Я спросил, Если через интернет, то это 5 минут назад я пытался познакомиться, но меня, правда, отшили. А вживую... Кто? Почему? Как это произошло? Ну, видимо, чем-то я не понравился. А вживую, кстати, очень давно. Я не привык вживую просто знакомиться, поэтому как-то страх какой-то есть, так скажем. А ты, Степ? Ой, на самом деле, что вживую прям познакомиться, это было последний раз, знаете, наверное, лет 6 назад. Я тогда ехал в метро и увидел симпатичную девушку, подошел, а ничего слышно не было совершенно. Я такой: «Привет, ты так симпатично выглядишь, я бы хотел взять у тебя номер телефона». Потом познакомиться, пообщаться, поболтать. И она такая: «А у меня есть парень». И я вот думаю, у нее был парень или я не так как-то выгляжу, или что-то со мной не так. Ты потом себя неуверенно чувствовал, да? То есть там люди начали на тебя смотреть, такой: опа, это было... неудачник, это точно неудачник, посмотрите на него. Это было забавно, на самом деле. Да, ну вот что воочию, в жизни, онлайн, я имею в виду в жизни, такого было достаточно давно. Чаще всего это происходит, конечно, через приложение знакомств. Самые различные, самые известные — это Tinder на правах добровольно неоплаченной рекламы. Свяжитесь с нами, да. Вот, через Tinder, ну, то есть через всякие сервисы это гораздо удобнее, чем вживую, мне кажется. В общем, вы предпочитаете социальные какие-то сети, приложения для знакомства? Но это удобно, понимаешь, как бы ты сразу видишь человека, фотографии его интересы, какую-то хрень он там написал и прочее. Ты сразу понимаешь, интересно будет, допустим, или нет. То есть там сразу: не люблю курящих, а я курю. И такой тип, ну мы сразу понимаем то, что я не буду что-то скрывать. Нет, ну немножко ты, мне кажется, противоречишь сам себе, потому что ты говоришь, что сразу видно человека. Сразу видно человека, когда ты с ним знакомишься в жизни. Нет, ты же видишь его фотографии. Нет, вы же видите его фотографии. Ну, да. Хотя фотки, конечно, могут и обмануть, Вот-вот. и, может быть, попасться... Абсолютно солидарен с этим мнением. Не Татьяна, да, у меня а Федор. недавно кейс, Гена. буквально недавно я путешествовал в замечательную страну Армению, вот, и в какой-то момент я все-таки, черт возьми, скачал опять Tinder, я его периодически удаляю, скачиваю, в общем. И получается такая история: девочки там ставят фотографии не свои, то есть, соответственно, Tinder, ты смотришь на фотографию и такой: опа, классная, матч, начинаешь общаться, разговаривать, там уже планируешь встречу. И тут незадолго до встречи мне приходит сообщение: если что, фотки не мои. Зато честно. Да, просто это потраченное время. Я, получается, значит, уже себе там что-то напредставлял, думаю, какая там красивая душой человек, вот. А оказывается, что это совершенно другая, даже, вероятно, личность, я не знаю. Ну, хотя личность-то вряд ли, мы же с ней пообщались. Вот, и это такая западня. Я спрашиваю, почему, в чем дело? Она говорит, что, ну, какой-то, знаете, как культурный формат в Армении такой, то есть их могут застыдить даже, что-то в этом духе, но тем не менее это как-то странно с их стороны. Ну, то есть они через свой страх как-то регистрируются, пытаются кого-то найти. Да, и очень, в общем, так нечасто получается, но тем не менее в Армении я, кстати, вживую как раз и познакомился с девочкой, правда, она русская была. Вот, много релакантов. Ну, сейчас в Армении много русских, мне кажется. Да. Подожди, так Вот. а настоящая фотография она тебе в итоге показала или нет? Да, я зашел в Инстаграм и вскрыл чат. Посмотрел. Она была не очень. Это нечестно и несправедливо. Я считаю, что это просто обмануло меня. Но с другой стороны, она тебе честно признала, что фотографии. Поэтому я как раз считаю, что в жизни знакомиться, даже несмотря на то, что это себя перебороть нужно, как-то познакомиться, придумать какие-то, ну, я не знаю, обычно отпускаешь на ветер все это, и у тебя из головы идет поток мыслей, приятных там комплиментиков и так далее, вот. И потому что ты сразу можешь как-то оценить человека, как он себя
вживую чувствует, потому что ты будешь ждать долго встречи, может быть, вам не будет удобно и так далее. Нет, но вы можете, допустим, пообщаться, вот если в сети, вы можете пообщаться, то есть понять, Ну. подходит тебе человек, не подходит. То есть если ты знакомишься вживую, ты же не знаешь, может, у нее какой-то там голос ужасный тебе не подходит, или что-то еще. Ты подходишь, такой, привет, и все, ты человек, и больше не знаешь, у тебя только внешность его есть. Мгм. А в сети как бы можно пообщаться. То есть ты понимаешь, там какие-то у человека интересы, но в основном, конечно, там, блядь, баб больные попадаются в сети, но это вот меня какой-то такой преследует меня, как будто, знаешь, какая-то колдунья злая. Не, ну Чары. мне кажется, больные-то они, в принципе, везде есть. И среди... В жизни тоже ты можешь с больной или с больным познакомиться. Это как тебе уже удобно. Ну, то есть ты настолько придирчивый, что тебе даже голос девушки нужен. Да какой-то нет, своеобразный. Это я просто так, как Алло, Анжела? Типа такого? Здравствуй. Это СМР. В общем, нет, понимаешь, можно просто пообщаться с человеком, понять, что он, допустим, из себя представляет. Вживую, ну ты там привет, ты не будешь там с человеком общаться, там, чем ты занимаешься, какие у тебя увлечения. Так А что еще? наоборот же, Почему? Нет, ну, наоборот. мне кажется, знакомство первое должно быть такое, знаешь, прям быстро. То есть там привет, давай с тобой куда-нибудь сходим. Вот, это такое. Но потом тебе, это, конечно, прикольно все классно, но потом тебе куда-то с ней идти, а вдруг она не понравится, и будет такая неловкая ситуация, то, что вы такие сидите и понимаете, что друг другу вы не понравились, ну, не устраиваете, такая как бы, ну, когда она уйдет, когда он уйдет, то есть, ну, у меня так это в голове. Да, вот смотришь на время. Слушай, ну, мне кажется, знаешь, сначала, когда вот это происходит первое знакомство, все равно каждый человек показывает свои лучшие качества. То есть вот эти плохие качества, так говоришь, что вы можете друг другу не понравиться, они появляются со временем. Я бы добавил, что когда ты вживую знакомишься, человек не выбирает, ну то есть он не успевает, у него не хватает времени, чтобы он выбирал текст, который он хотел бы написать. То есть у него нет времени подумать, ты смотришь на более открытого и честного человека в этот момент. Настоящего. Ты смотришь на внешность. Егорчик, но ты же разговариваешь, как ты вот так молча, что ли, смотришь? Изначально ты смотришь на внешность. Но внешность — это первоочередное. Мужчины любят глазами, правильно, коллеги? Конечно. Вот, но тем не менее, ты же потом обращаешься на другие факторы внимания, как только начинаешь разговаривать об этом. Ну, С возможно. человеком. Но у меня вот так вот. То есть, как бы Мгм. я сначала смотрю, как бы мне хочется понять человека, то есть, будет с ним интересно, не будет. Может, он какая-то пробка, так скажем. Да, вот такая, как бы, и с ней особо поговорить нечем. А так, как бы, в сети ты, бац, пообщался, понял. Я бы еще, Там знаешь, посмотрел Инстаграм ее, фотографии, туда-сюда. вот ты говоришь про первые встречи. Я бы попробовал ради интереса на, знаете, быстрые свидания. Ой, не, ну Не это вообще пробовали? это старперская какая-то хрень Серьезно? вообще. Ну а что, вдруг это интересно, прикольно, мне кажется. Это где там 15, там, не знаю, 10-5 Ну, минут да, такой да. сидишь, потом еще дальше переходишь. Ну а вдруг? Да ну какой ужас. Ну, я бы А прикинь, там попробовал. одни мужики, и вы просто так друг на друга сидите, Ты смотрите. кино насмотрелся каких-то американских фильмов, вот там. Ну я всё. просто в мечтах. Смотрел этот, как его, Уилл Смит еще, метод, как его? Пикап, Пикап, что-то метод Хитча, съема. что-то да. да. Ну да, что такое. да, это такой... Вот, Ну, и я он помню. там спокойно всем рассказал, типа, да не надо ходить на эти все свидания, все само придет. Ты живешь по такому принципу. Да. Я вот сколько ищу на самом деле, вот я сколько сижу на этом Тиндере, там какие-то еще, ну, очень редко, когда что-то попадалось. Вот у меня, короче, недавно попалось, как попало, так и пропало, вот, Мгм. можно так сказать. Ну, Привет, Карин. Слушайте, В прошлом выпуске мы родителям передавали привет. Сейчас, передадим сейчас другим. ребята бывшим девушкам будут передавать. Дальше. Есть что сказать. Нормально, да? Ты в камеру смотри, нормально, да, я. Нормально он, да? В комментарии напишите, пожалуйста, шкалу нормальности Егорчика от 1 до 10. Я предлагаю все-таки какой-то совет дать людям, которые, может быть, пытаются Нет, найти. определенно, мне кажется, знакомиться надо. Просто сейчас как-то такое время, то что все то ли стесняются, то ли боятся. Я вот, допустим, тоже, ну, мне тяжело подойти на улице к девушке и сказать там «привет». То есть у меня получится там вот да, вот у меня вот так вот получится, знаешь, там заикание как будто. Попукать. Ну, типа того. Поэтому можно и в сети знакомиться, как бы тут надо такую прям грань найти. Но страх вот этот, конечно, надо перебаривать. Я не думаю, что она там, ты подойдешь, скажешь ей привет, и она тебя съест. То есть не будет, она просто тебе скажет нет. И у тебя как бы самооценка
Ну Ну вот- ладно, внимание обращать на, я имею в виду, на такие моменты вообще не стоит. Но вот тут, мне кажется, в этом и есть, заключается какой-то смысл, что ты, когда ты в приложении пишешь девушке, то есть ты написал какую-нибудь херню, например, захотел, и тебе пофиг, как она отреагирует. А хоп, и она тебе, например, как-нибудь положительно отреагирует, и ты такой, ее, типа, У красотка. человека есть юмор. Да. А когда ты в жизни подойдешь, тебе, стрёмно подходить, говорить какую-то херню, и что на тебя как на дурачка посмотрят. Ну да. А тем более, где знакомиться? Вот сейчас. В Да. метро? В метро все деловые. Ну, это окей, там все по своим делам просто едут. Заняты. Голова не тем забита. Ночной клуб, не думаю, что это какое-то прям офигительно крутое место, где можно познакомиться. Там в основном ищут такой, знаешь, one night stand. Зависит от того, что ты хочешь, конечно. Нет, ну там основа, типа, По-польски, подождите. остаться на одну ночь, туда-сюда. Ну, Friends with benefits. так же всегда. Нет. Вот даже я сколько помню, мы с друзьями, с вами даже ходили, с тобой. Спасибо. Не Игорь. было, не было. Вот, мы такие, типа, идем, мы такие думаем, да, сейчас бы, сейчас с девчонками познакомимся, как бы все в планах. Ну, это реально так и есть. Это реально так и есть. И так, мне кажется, все парни думают, типа, сейчас пойду в клуб, надо с кем-то познакомиться и кого-нибудь вот Что? забрать. Не, ну мне с собой. кажется, что в клубе тоже можно познакомиться. Не все же обязательно идут туда, чтобы просто отдохнуть или, я не знаю, наоборот, с мыслью там переспать на одну ночь. Девушки, я имею в виду. Некоторые идут просто отдохнуть, некоторые идут просто переспать, а некоторые ни о чем вообще не думают, а ты так хоп, и вот ты встретил свою любовь. Мне кажется, нельзя Очень редко. Нельзя очень предположить, где ты встретишь вот эту свою любовь. На улице, в Тиндере, в клубе, в метро. У меня был случай, когда я познакомился с девушкой в клубе, и то есть человек был достаточно симпатичным, мы разговорились, и потом я улетел. Ты имеешь в виду, много выпил, улетел или нет? Не, улетел, в смысле, туда. А я думал, улетел, что все. Да нет, ну вот так не случилась судьба. Слушай, ну у меня друг, вот однажды мы с ним ехали в метро, ему понравилась девчонка, и вот он с ней познакомился, какое-то время долго общался. Знаете, как он еще с ней познакомился? Он на телефоне написал «Привет» крупным шрифтом, и вот так ей показал. Она посмотрела, улыбнулась, ну и все, он к ней подсел, они начали общаться, они какое-то время даже провстречались. Ну, там, не очень долго, но все равно. было Но ты не такое. думаешь, допустим, то, что это как-то, не знаю, там, со внешностью связано? Ты, допустим, какой-то модели, знаешь, которая там идет вот так вот, ему гораздо легче познакомиться с девушкой на улице, чем, Слушай, ну, допустим, обычному парню. Тут кому что нужно. Мне кажется, очень многие девушки любят, когда у парня есть мозги или чувство юмора. То есть, когда ты можешь рассмешить девушку, мне кажется, что это показатель. Ну, во-первых, я вообще считаю, что чувство юмора — это показатель интеллекта у человека. Да. Вот. Знаете, у меня, сори, перебиваю, Спасибо. отец как-то мне сказал, если девушка смеется над твоими шутками, можно жениться. Согласен полностью. Не, ну ты так будешь ходить по улице, всем Да шутить. не, ну, как бы один из признаков. Ты знаешь, на самом Степа деле. идет по улице, потом по телевизору показывает Ну и классный Про гусар, секс, про окей. гусар. анекдоты про гусар, которые не зашли. Гусары денег не берут. И там, знаешь, бабулька какая-нибудь засмеялась. Все, И ты пора такой, жениться. Ну все, батя Что-то сказал. вы экстраполируете, коллеги. Чувство юмора, окей, важно. Но помимо чувства юмора, что еще? Ну, там целый разброс всяких характеристик, на которые я, по крайней мере, стал обращать внимание. Если раньше, когда я, ну, там, в период студенчества и еще раньше смотрел просто, облизывался там, ну, на внешние признаки, назовем Вот это это- так. вот это они. Да. Вот. А теперь, став чуть старше, я понимаю, что мне хотелось бы понимать, о чем думает человек, разговаривать, я имею в виду интеллект, эмоциональный интеллект также, потому что очень много тех, кто вообще с ума сходит или ревнует на каждые 2 минуты. Помните такой фильм, рассказы или серия фильмов, что ли? Там преподаватель едет с студенткой, и они что-то общаются, я не знаю, какая у них там романтика, не романтика, в общем. Бац-бац, и они занимаются там всякими вещами, да. Сексом. Сексом, окей, alright. В общем, Oh, shit. занимаются сексом, да, и потом он задает ей вопросы банальные там про историю, там, вплоть до того, когда началась Великая Отечественная война. Вот, и она ни на что не отвечает, и он просто в какой-то момент говорит: о чем с тобой трахаться?
То есть не хватает, кроме одним сексом не наешься, в конце концов. Ну, я согласен. Нет, это когда тебе, ну, мне кажется, 20 лет, типа, ты наешься. А когда ты с возрастом начинаешь все взрослеть, тебе нужно что-то больше. Тебе уже не так, мне кажется, влияет красота или внешность. Ну, как бы, нет, это тоже, безусловно, все влияет, но когда с человеком есть о чем поговорить, когда с человеком интересно, когда с человеком весело, это гораздо важнее. Когда у человека еще есть квартира в Москве, где машина, это еще больше интересно. Я понял, кого вы ищете, короче. Это шутка, кстати, это шутка. Нет. Тут с возрастом, мне кажется, вот вы про это заговорили, да? Ну, может, как бы еще и стрелка начать подводить тебя, твоя. Почему Немножко. нет? Зачем? Какая стрелка? Ну, я понял. Та самая стрелка. На полшестого. Стрела любви? Стрела любви может немножко подводить. Когда тебе 20 лет, ты как перфоратор пошел там. А когда уже... Я не знаю. А когда уже Я 22, нормально когда всё. ты уже старый совсем, ты уже такой, пойду таблеточку выпью. Ладно. Да нет, мне кажется, типа, это... Если тебе твоя женщина очень сильно нравится, она тебя привлекает, у тебя там, не знаю, и сколько хочешь, мне кажется. А вы... Ничего себе. Мне вот интересно, а вот какой контингент возрастной категорию ты выбираешь? Сейчас, да, Ну на момент? Слушай, сейчас, наверное, от 24 Мгм. и бесконечность. Нет, и, наверное, не знаю, ну, 32, наверное, да, 24-32, то Мгм. есть такой контингент. Но у меня были иногда, как бы, я знакомился и постарше, но это было раньше. Ну, это не отношения, наверное. Это, слушайте, мне кажется, ну, каждому парню раньше хотелось, когда он молодой, там, ему 18, там, с чем-то лет, попробовать. Стифлер. Ну, типа, да, вот там «Американский пирог» посмотрели, хочешь там, типа, попробовать с женщиной взрослой. Вот они, американские ценности. Это- Представляешь, что они с нами сделали? Да. Ох, ребята, у меня мама будет смотреть, наверное. Ну, в общем, нет, так это ж, мне кажется, у каждого было. Ну, Или у может вас не быть. было. Ничего не Ланч. знаю. У меня как во сне. Не помню. Ланч не Ничего. помню, да. У него в карту Ну, у тебя- памяти жена Забрали. забрала, да? Да. У тебя же было, наверное, по-любому. Да, ну, естественно, желание такое В данный просыпалось. момент, скажи, вот, например. Прямо сейчас, вот только к вам приехал из одного адреса. Да, ну, как бы, я на самом деле иногда себя ловил на мысли, что я даже не могу представить, о чем я буду разговаривать с 18-летней девочкой. Она такая: ох, сегодня ТикТок сделала! И как бы большая разница получается между интересами, просто хотелось бы, чтобы Да. интересы откликались на мои. Она тебе такая, ну, дед, ты кринжа навалил, Ну ты, конечно. конечно, кринжать. Я, она. Паш, пойду по флексу сейчас. вот Не, ну немножечко. хочешь быть, да. она просто Ну ты чел, челик. Но, краш. любви все возрасты покорны. Парни, обратил внимание в социальных сетях, что девочки часто пишут о том, что парни все чаще хотят отношений, когда сами они, я имею в виду девушки, задумываются о карьере и других вещах. Вы как можете это прокомментировать, Егорчик? Мне кажется, это со временем приходит все. То есть ты как бы взрослеешь, ты понимаешь, ты хочешь... мне кажется, у каждого это есть, там, построить семью. Мгм. То есть до 25, возможно, ну, у всех по-разному. Базис. Да, до 25. Это база. То есть ты как бы об этом не думаешь, у тебя там гулянки, тусовки, то есть вообще об этом не стараешься не думать. Потом как-то приходит с возрастом то, что а вот хочется тепла, а вот хочется заботы, Чтобы что-то а вот рядом хочется, было. да, чтобы что-то, точнее, не что-то, кто-то, чтобы кто-то рядом был, там, знаешь. Просто я вот тоже смотрю на своих друзей и такой, типа, блин, вот это круто. Вот я тоже так хочу. Там вот эта забота, там тут, ну, сюда. Завидуешь, Прикольно, да, ну, такой белый, завистью Мгм. завидую. Это, знаете, как вот друзья, которые с девушками или с женами, может быть, немножко завидуют тем, кто одиноким Мгм. пацанам, парням, друзьям, а друзья, которые Да. одни, они завидуют. Вот, то есть тут, знаете, как бы соприкасается это немножко. Кто-то, вот, кто уже давно там в браке, может быть, хотят гулять, там, веселиться, думают, блин, их сейчас бы вернуться в это. А те, кто Я согласен. один, они думают, блин, хочется вот серьезных отношений, любви и ласки. Ну, в общем, это как-то так все приходит с возрастом. Мгм. То есть у девушек, возможно, они как бы заканчивают универ,
И такие, типа, у меня вот карьера, я пойду, я карьерист. Мне вот это все не надо, у меня работа 24/7, мне вообще ничего не надо. Тебе не кажется, что создается впечатление, что вот мужское поведение научило девушек так вообще вести себя? То есть, если раньше у нас, ну, как бы, и, наверное, не раньше, так часто просто это стало популярным, более. Когда мальчики всегда строят карьеру, парни, извиняюсь, а то Андрей мне потом это устроит. Парни, да, обращали внимание больше на карьеру, и девушка была на втором месте. Сегодня это поменялось, и девочки такие... Девушки хотят, как бы, может быть, сами себя обеспечивать. То есть сейчас, мне кажется, очень много стало семей, где зарабатывают и девушка, и парень, Так это и клево. муж, и жена, да. Если раньше, ну, как, например, у нас, да, раньше тоже было всегда. Ну, вот у меня, например, пример, что отец вот работает, мама там занимается хозяйством, сидит с детьми. Вот. Мне кажется, таких случаев раньше было больше. Сейчас все хотят развиваться. Из-за этого повышается еще возраст, когда рожают детей и заводят вообще детей. Вот. Потому что люди хотят сначала сформироваться, а потом уже заводить семью, детей. Ну, хочется верить, на самом деле, в лучшее. Объясню почему. У меня, допустим, родители, по-моему, лет с 18 вместе и до сих пор. Вот таких сказок, конечно, мне кажется, уже не бывает, да? У меня тоже, и самое забавное, что они 2 недели были знакомы, после чего отец сделал маме предложение. Ничего себе, Да, реально? И вот они, да, Обалдеть. Да, отец у меня был... Дядя Женя, вообще. Дядя Женя, привет. Отец у меня был курсантом, они познакомились с мамой на курсантской дискотеке, тогда это было популярно. Вот. Не знаю, сейчас, наверное, мне кажется, таких уже нет. Может быть, есть. Наверное, Вот. И вот они познакомились, и все. Родился я потом. Это любовь с первого взгляда? Можно и так сказать. Прикольно. Не, это вот круто. он плод любви. Вот второй плод любви. Да, тоже ты плод тоже любви. плод любви. Плод. Ну, я, честно, мне тяжело сейчас понять, вот как люди там, со школы и до сих пор некоторые там встречаются. Встречаются. Ну, нет, это я просто сейчас беру, Вместе, допустим, вместе. про свой возраст, да, про свое поколение. Вот они в школе познакомились и такие уже рука об руку идут лет 10. То есть нет, это тяжело. Кто-то вообще найти ничего не может, а кто-то вот так вот находит раз за раз. Мне кажется, это такие люди уже так близки стали друг к другу. Понятно Друзья? быть, ну, да, уже Партнерские. они как и в первую друзья, очередь, и как там, может, любовники. То есть они все уже вместе. И как бы, может быть, даже они там уже друг без друга просто жизнь не представляют. Они Ну да. как бы, даже и привычка может быть на самом деле, что люди уже настолько привыкли друг к другу, что они друг без друга не могут себя представить. Ну, вообще, любовь живет 3 года, я слышал. Мне говорили. Да? Да. Мгм. А что, нет? Да, мне кажется, это Кстати, по-моему, было. есть пробитие. Было. У меня тоже было, прикиньте, первая любовь. 3 года? Ну, В там детском она, саду? она там невзаимная была. Вообще ужас какой-то. Ты Ну, там тоже 3 года было. Ты Вот. любил или тебя любили? Ну, если мне грустно от этой истории. Сердце болит. Меня любили, а я Я нет. аж слышал, как укольнуло. Ну, короче, Только нет. не плачь, пожалуйста. Да ладно, все, хватит уже. Ну что? Не, ну там такая невзаимная была. Ну, тоже 3 года. 3 года, и все, потом прошло. Подожди, ты 3 года невзаимно любил человека? Да, Стоп. прикинь, есть такое. Стоп. Было. Наши вот друзья любимые, там, по-моему, очень давно все. Это партнерские отношения? Уже. А вот мне тяжело это сказать. Мне кажется, нет. Интересно. Хоть- А вы бы как вообще Нет. искали себе... Ну, ладно, ты-то уже все нашел. Вот ты бы себе искал партнера в первую очередь? Или девушку? Я бы себе искал человека, с которым мне интересно. А вот это не партнер и не девушку. То есть, если человеком интересно, и он еще симпатичен, да. Мгм. Знаешь, кого бы искал Егорыч в первую очередь? Того, кто выпил бы с ним пиво. Девушка всегда спрашивает, пиво пьешь? Она говорит, да. Давай Я мутим. люблю тебя. Выходи. Да, вообще идеальный Взаимно. человек. Просто Ну, идеальный. это да. Подожди, а ты вообще? Что? Расскажи, как ты ищешь? На что ты в первую очередь смотришь? Ну, я, наверное, повторюсь, что много факторов, но кого я ищу? И ищу ли я вообще? Это вообще неизвестный фактор, неизвестный тезис. Вот, но вопрос. Но хотелось бы, верю в то, что есть возможность найти в первую очередь партнера, с кем будешь, знаешь, как с другом. Да, вот Вот. это, мне кажется, самое главное, что есть.
То есть, чтобы тебе человеком было интересно, а не так... Потому что я очень часто встречаю, соответственно, в Тиндере, у меня там очень много всяких чатов, и даже не пролайкнутых, и не отвеченных, и не написанных вещей, о которых я даже не знаю, что уже просто надоело туда писать уже «Привет», один и тот же текст. Это просто становится тоскливо и скучно. Вот. И хочется, конечно... Ну, а тебе не кажется, что иногда просто уже надо прекратить искать, как-то это все само придет? Вот, я тут недавно как раз рассуждал о том, что если было бы приложение такое, где вот пока ты не доведешь до победного какого-то там финала, любого, я не знаю. Ребенка. Да, там было приложение, если ты доведешь до какого-то финала, то есть пока оба не скажут «нет», то тогда был бы резон, как бы, ты бы мог остановиться, зациклиться на человеке, как-то вложить в него что-то, потому что сейчас вот эта проблема выбора, когда там просто каталог. Не, подожди, а если у тебя да, у нее нет, и она такая, типа, почему не перелистывается, почему он сказал да, у меня да, нет? я об этом не подумал, на самом деле, но... Недоработанный. Знаешь, у пацанов всегда да. Но, тем не менее, вот как-то даже не хочется разговаривать, даже общаться, просто вот как-то просто есть разные варианты, на которые даже не хочется внимания обращать. Ну, у тебя бывает нахлынывает, да, что ты то удаляешь Тиндер, то заново устанавливаешь. Конечно, я же говорил, да, у меня прям это... Психуешь, бывает. типа, все, пошло Да, все нафиг. ну, да, назовем так. То есть, не то, что психую, я, знаешь, убираю и понимаю, что мне нужно сконцентрироваться. Вот у меня был год, тут последний я там катался, учился, занимался саморазвитием, работал, все дела. Вот, и я там удалил вообще Тиндер. Хотя при этом я в Англии был, когда решил скачать, посмотреть, что там происходит, удалил. Ужас. Катастрофа. Но мне, кстати, подруга... В России прекрасно. Да. Мне, кстати, подруга наша рассказывала, вы все ее знаете, то, что она тоже рассталась с молодым человеком, не хотела быть одна, она себе написала на листочке список, допустим, какие-то важные качества, которые она хочет видеть в человеке. Мгм. Вот. И буквально, мне кажется, сколько-то не недели или две прошло, она этого человека встретила. Ну, там буквально, знаешь, там, минус одно качество. А у нее где было. она его встретила? Ну, как-то на улице они с ним познакомились. Не помню, честно. Как-то, короче, они с ним познакомились. Мгм. Может, тоже так сделать? Попробовать. Тебе и мне найти уже, наконец-то. Ну, напишите уже на бумажечке, Да. съешьте. Она съела У меня- эту бумажечку? Значит, не Новый год был. У меня был один забавный пример. По-моему, еще до университета я как-то тоже летом, это было, не помню, после дня рождения или до, я и загадал желание, думал, сейчас бы найти себе девушку. И что-то находил. Нашел? Сработало. Да, и потом пожалел. Ну вот, поэтому как бы ты, походу, ходил на курсы Елены Блиновской. Загадывайте желания, все сбудется. Все, всех поймали, всех наказали. Да. Мечты сбываются. Правда, Да. она сегодня еще новый уже курс запустила, Да? где она все расскажет, почему ее арестовали. За 1000 рублей, да? Вот люди Грамотно, деньги грамотно. делают просто. Да. Ее арестовали, а она курс запускает, что она все расскажет. Да. Но, Степ, в любом случае, вернемся к теме того, что ты говоришь, что там неудачно, это опыт. Это опыт, который, я думаю, ты понял, как Да нет, может безусловно, происходить в жизни. все за все эти вещи, конечно, это бесценный опыт, я бы назвал так. Тут вопросов нет, я к тому, что, знаешь, иногда мыслями уже думаешь о том, вот как вот себя, знаешь, пример берешь родителей же всегда, Ну да, хотелось да. бы, чтобы раз и пошел там Да. рука об руку до победного и до конца. Было бы клево вообще, то есть вопросов нет. Но так случается. ну, не всегда так, к сожалению, бывает. Да. Да, Ну, люди обретают счастье. И да, потом- это вполне себе на адекватные вещи. Ну, с мне- ними как-то Так что, парни, по бумажечке написали, и все, и ждите, сидите. И- И нет, и дома вот так сели и ждете, знаешь. Да, не, на самом деле просто нужно и оценивать как-то, готов ли ты к этим вообще отношениям, вступать в отношения, потому что бывает ситуация, когда ты думаешь, что тебе хочется, а по факту ты просто, ну вот я, допустим, не буду, знаешь, там афишировать, но, может быть, там улечу куда-нибудь скоро, и что делать теперь, совсем без отношений. А вот так человека взять с собой, ты полетишь отдыхать куда-нибудь. Отдыхать? Не, Ну, значит, не отдыхать ты отдыхать. Ну, и полетит, ладно, не а- отдыхать. Знаешь, я отдыхать, имею в сколько с виду. тобой полетит? Ну, это понятно, не отдыхать, но вот так вот готов кто-то к переезду, прям вот и полетели. Слушай, ну тут зависит, как человек в тебя влюбится, не влюбится. Может быть, ты так настолько сильно понравишься человеку, что он скажет, все, я без тебя жизнь не Надо представляю. пересмотреть этот фильм с Уилл Смитом. Да-да-да, метод Хитча, по-моему, называется. Да. Да, да. Степ, вот ты как раз про партнерские отношения говорил. Вот, то есть для тебя важно, чтобы у девушки, наверное, если вы партнеры, был как там интеллект.
Да, Хотя бы. да нет, это безусловно. Объясню, почему я на этот фактор обращаю внимание. Бывало, сталкивался с людьми, которые, назовем так, нету какого-то, знаешь, потенциала. Объясню, почему. Я стараюсь, может быть, я просто такой человек, когда, я к себе требовательный достаточно. То есть я хочу, чтобы... не то, что хочу, а требую от себя много, я имею в виду, пытаюсь постоянно развиваться, ищу какие-то возможности, нахожу и так далее. А бывают такие люди, которых устраивает что они там... Ни в коем случае не обижаю людей, которые занимаются сервисом, я имею в виду услугами, маникюр и так далее. Но это как бы не то. Или, знаешь, вести... как это сегодня называется-то? Я имею в виду social media маркетинг, когда вести Инстаграм... салона какого-нибудь, фоточки, ноготочек и так далее. По-моему, это пипец вообще. Слушай, ты Слушай, еще ты раз молодой. ты так назовешь эти профессии, урод. Я вообще-то веду Инстаграм. Нет, Ноготочка. я к тому, что просто когда ты... я не встречал людей, которые занимаются ноготочками, и при этом они высокоинтеллектуальные, то есть с ними можно поговорить и вообще на любые темы. Она тебе расскажет что-то, с тобой поделится. То есть не обязательно, когда в отношениях, бывают ведущие, ведомые, соответственно. Очень редко бывает, когда партнеры, соответственно, в равных, да. И мне кажется, вполне нормально, если даже человек будет, в какой-то мере умнее меня или же инициативнее, назовем это так, и я окей, я готов учиться, я готов помогать и вкладывать в это все. Просто бывает такое, что ты тащишь и тащишь, помогаешь, а тоскливо и скучно становится. Главное не заскучать, да, это на Да, самом деле просто тоже очень это важно в уже отношениях. достаточно скучновато становится, и я не знаю, как у большинства. Что она тебя должна веселить, что ли? Или я понять Да, не могу? тут... У вас какие-то... Нет, У вас Егорчик, какие-то должны быть общие интересы, допустим. факт. Факт. Ноготочки, допустим. То есть ты сначала смотришь, все равно, в первую очередь ты смотришь на внешность, потом уже на интеллект девушки. Давайте так, прям не про меня, это же не интервью же, верно? Я просто думаю, что так достаточно большое количество людей, которые себя уважают, обращают внимание на вот такие факторы, и это вполне норм. Я не знаю, может быть, бывают случаи, когда достаточно, чтобы просто кто-то что-то рядом бегал. Тык-тык-тык. Возможно. У Был меня красивенький. даже есть такие друзья, которые просто... Привет, давай посидим с тобой, давай. Поехали отдыхать, поехали. Знаешь, он с ней Ужас. он с ней выходные провел. До свидания. Такие есть как бы. Нет. Но это такие, знаешь, пустышки, деревяшки, пробка в голове и Егорчик, ничего больше нету. То есть с этими неинтересно, я полностью согласен. Это все-таки, мне кажется, про то, что в зависимости от твоих целей. На Там одну, же на одну ночь. отношения. Да, one night stand. Это Мгм. по-польски. Мгм. Поэтому, а если что-то серьезное, то, в любом случае, сначала ты смотришь на внешность. Как бы это же самое, мне кажется, Егорчик представляет. Мгм. встречают по одежке, а провожают по уму. Мгм. Так же и в знакомстве. То есть ты встречаешь девушку, ты смотришь на нее, ты ее оцениваешь, такой прошелся взглядом, посмотрел, у тебя все устраивает, дальше уже можно общаться. Но ты же не будешь страшный писать. Я не говорю, некрасивых женщин нет. Есть мало выпитого. Только что сказал. Нет, это просто так, я как бы сказал. Для каждого красота своя. Ну да, Но я тебя тебе, понимаю. если человек не нравится, ты же не будешь ему писать. Ты же не будешь с ним знакомиться. То есть у вас уже какой-то коннект не получится. Каждой твари по паре вообще. Да, а потом в дальнейшем, то есть ты знакомишься с ней, узнаешь ее больше, и в дальнейшем, если коннект случается. Если какие-то у вас там есть разногласия в чем-то, все, разбегаетесь. Ты как думаешь? Мне кажется, что на каждую девушку и на каждого молодого человека найдется своя пара. То есть девушки-глупышки, на них тоже есть мужчина, которому нравится, когда он показывает, что он выше в развитии. То есть он, например, ей подарочек какой-нибудь принес, куда-нибудь свозил отдохнуть, и она счастлива, полные штаны. И ему больше не надо, чтобы мозги ему выносили. А некоторым, хочется, чтобы девушка была такая умная, сообразительная, может быть, мозги повыносила, или чтобы было о чем поговорить. Сейчас бы кто-нибудь мозги повыносил. То есть тут зависит от человека. Хотя я думаю, что мозги могут выносить, как и девушки.
ну, не с особо высоким интеллектом, и с высоким интеллектом тоже. Тут уже от темперамента, от характера все зависит. Такие мы с вами сексисты. Девушка не с особо высоким Да интеллектом. нет, ну понятно. Так нет, ну, парни имеется в виду и такие. парни, Парни все точно идиоты. такие же бывают. Я Не думаю, все, я думаю, наверное. как и девушкам тоже. Некоторым нравятся парни, которые пипец какие умные, а некоторым, вот он А выглядит... тебе какие парни выглядит. А ему Егорчик нравится. Как у нравятся? коммерции. То есть, чтобы, знаешь, такой был там альфа-самец и так далее, без интеллекта, и она скажет, все, я его люблю. А кому-то такой профессор в очочках, знаешь, такой, она скажет, какой же у него мозг, мегамозг. Он меня, этот мозг, возбуждает. Но мне кажется, то, что еще как бы, девушки очень на социальный статус парня смотрят. Ну, я вполне думаю, да. возможно, да. Что это как бы сейчас, ну, сейчас такая тенденция, то, что сейчас так они и смотрят в основном. Вот, допустим, у тебя нету чего-то. Типа, Ты лох. подожди, чего, Ну, типа, квартиры, я не знаю. Мерседес? Ну, типа того, да. Шавухи, пивнухи, вот это. У меня вообще, прикиньте, однажды про iPhone спрашивали. А у тебя какой телефон? Это реально. Да. Я говорю, а я вам нет... Не, у меня был У iPhone. меня тройка. У меня был iPhone. Я сказал Nokia. Это Ну, очень редкий случай. Это, наверное, из откуда? Из Сельпо какого-нибудь? Я хз откуда. Но вот такая вот хрень со мной произошла. Ну вот я таких на самом деле очень редко Я вообще встречаю. таких ненавижу. Вот этих меркантильных, ну это просто ужас. Но у меня в отечественном этом Не было? Тиндере, у меня там прям эскорт какой-то один вообще. Слушайте, парни, ну вот на самом деле, мне кажется, есть такая проблема, то, что очень стало много одиноких людей. И вот если брать именно Москву. То есть сколько людей сидят на сайтах знакомств, просто вот я много кого знаю, у всех были скачаны, либо кто-то сидел. Вам вот с чем вы связываете вот эту проблему, которая сейчас есть? Ну, мне кажется, с проблемой выбора. То есть получается так, что если раньше в предыдущее поколение, как я повторюсь, там, например, родителей, да, когда они сразу вместе и побежали по жизни дальше. Вот. А сегодня получается так, что, во-первых, вот можно смотреть по разным сторонам, назовем это так. Очень много людей с различными интересами. Ты смотришь туда. Кому-то просто не повезло в предыдущих отношениях. Они такие, окей, я больше не буду, перерыв или так далее. Бывают разные случаи. А второй, наверное, момент, это когда, я не знаю, вот да, заняться-то по большому счету нечем, просто не хотят вступать в отношения, или они не научились и не понимают, как жить вместе с человеком. Вероятно, такое бывает. У кого как. Мне кажется, что, допустим, работа, дом, и вот как-то Ну, не засасывает. Ну, не нет, состыковывается, мне кажется, да. может быть, да, вот как раз то, что мы говорили, что сейчас очень много карьеристов, и вот Да. что люди строят карьеру, и это они откладывают в дальний ящик, и поэтому у них уже нет времени. То есть они все время, особенно в мегаполисе, как Москва, они все время куда-то бегут, все время на встречах, там, к примеру, и так далее. И вот это все вот так вот, у них просто нет времени. И, кстати, приложение, ну, для знакомства вообще в этом помогает, что ты там сидишь где-нибудь на Оно работе удобно, или там в кафе, удобно. пролистнул, все, типа там нашел себе какую-то... Решает ли приложение для знакомств проблему одиночества? В какой-то степени, да. Но Ну ты же да. общаешься с человеком. То есть ты даже, ну, не видя его, ты как бы переписываешь с кем-то. То есть какое-то общение у тебя происходит все равно. Поэтому чувствуешь себя не А ты одиноким. представляешь, сколько чатов у девочек? Ой, на это другой вообще какой-то стороне? ужас. Я думаю, там И ты 1000 плюс. Ты думаешь, что они не чувствуют себя одинокими, тем не менее? Ну, смотри, а какая еще девушка? Да нет, но я к тому говорю, что просто вот это все, оно как ничего получается. У тебя вот этот огромный выбор, из которого ты не можешь... Ну, иллюзия. Иллюзия выбора, да. Ты ничего не можешь с этим сделать, и это, к сожалению, беда современного мира. Вот. Если раньше... У меня пример в голове возникает. Может быть, я просто в лагере был, ну, в детском лагере, и ты там смотришь на какую-нибудь, знаешь, самую красивую девочку в отряде, такой, вот это хочу. Ну и потом в ручеек играете, такой берешь ее. Случайно. Да нет, но как бы и начинаешь с ней За общаться, попу. смотреть на нее как влюбленными глазами, как собачка, и такой, А это вожатая отряда. а это вожатый, это такой, о. Тебе там лет 10 стоит. Да нет, ну я к тому, что ты как сконцентрированный человек, идешь с ним, или в школе у тебя там в классе с красивой девочкой, вы с ней там
ты как-то за ней ухаживаешь и так далее. А сегодня такого ты стал старше, изменились проблемы, все теперь другое. Ну окей, ну допустим. То есть ты считаешь, типа... Проблема одиночества не решается с помощью приложений, на мой взгляд. Мне кажется, решается. Ну, это Я какое-то считаю- временное... Ну, это- на временно, да. Потом ты как бы надеваешь наушники, включаешь музыку, там какая-то сопливый кальянный рэп, и ты такой идешь и плачешь, знаешь, там, твоя девочка ушла, Было, да? твоя девочка с другим. И все как бы, и вот ты как бы остаешься опять один на один. А он тебя целует. Ну, да, и вот это, знаешь, ты как бы начинаешь там внутри себя Потому что есть уничтожать, Алешка у тебя. искать какие-то себе минусы. Ну, я считаю то, что приложение — это топ. Мгм. То просто я на самом деле, мне многие говорят, а что ты там сидишь? Нифига. Типа, это ж вообще бред. Очень много у меня есть примеров, которые получились отношения из там Тиндера, к Мгм. примеру, или Баду. Я сам даже девушку находил там. Ты знаешь, у меня до сих пор почему-то мысль в голове заелась о том, что причиной может быть такого одиночества, о том, что институт семьи, который Испорчен. абсолютно он изменился. То есть, если, опять же, раньше это все было как-то семью обязательно нужно построить, это базис, Константин. Привет. Базис, который просто первичная цель, ну и, соответственно, как обычная человеческая, там, мужская репродуктивная функция, нужно обязательно семью сделать, там, вот, дом построить, дерево вырастить, сына и так далее. Вот. Сегодня получается так, что это никому просто уже не нужно. Ну, не то, что не нужно, но оно уходит на второй план. Мне кажется, просто возрастная планка повышается. То есть люди начинают задумываться о том, чтобы завести семью, когда они уже становятся старше, когда они там уже окрепли на ногах, когда они Да, зарабатывают хорошо. Так же, как в Европе, например. У них же то же самое. У них нормально, когда мужчина в 50 лет, то есть в семье рождается, ему 50, А у мы них в семье давно пример с Европы берем. рождается. Нет, я имею в виду, что мир все равно, это глобализация, тут никуда не деться. И я имею в виду то, что вот у нас тоже возрастной какой-то, у нас, вот мы про наших родителей говорили, им было там 18-20 лет, понимаешь? А сейчас, когда ты, ну, кто-то у тебя там из знакомых 20 лет рожает ребенка, вы такие, ее, типа, как рано. Да ты уже круто. это. Вот у нас в академии, например, Прикинь, ты такой молодой папаша. один, по-моему, был одногруппник, да, который вот в курсе на третьем, вот они родили ребенка. Но все равно это было, то есть я не могу сказать, что там, типа, ну, немножко выглядело странновато, ну, в плане, что ты просто Мгм. не понимаешь. Ты как будто еще сам малыш, а кто-то вот уже такой взрослый. Мгм. Вот, то есть, мне Кстати, кажется, про людей с детьми. Был ли случай, когда было общение с человеком, у которого есть ребенок? У такого человека вот есть какие-то шансы повстречаться с тобой? Были. Были? Я их прекращаю моментально. Я к этому вообще не готов, и не надо меня в это впутывать. Я сам хочу, знаете что? Встретить, влюбиться, жениться, завести ребенка. Пройти Вот весь весь этот этот путь путь. хочу я сам. А вот, памперсы ему надевать там. да, а вот это вот, типа, привет, я не одна. И ты такой, да, то есть меня это вообще не устраивает. Кого-то, возможно, это и нормально к этому относится, кто-то к этому относится. Но это дело каждого. Вы сами-то как вообще? Вот, допустим, ты вот знакомишься с девушкой. У тебя было такое? У меня, к сожалению, Она- ну, может, к счастью, не знаю, к сожалению, сожалению, к такого, сожалению. ну, не А знаю. ты попробуй. У меня не было такого опыта, чтобы я знакомился с девушкой, у которой есть ребенок. Но я считаю, что в зависимости, опять же, от ситуации, может быть, ты настолько вот... человек не афишировал. Вот я не знаю, ну, стоит ли афишировать? Я не знаком с этой темой на самом деле. Но моя мысль в том, что если ты в человеке, тебе он нравится, тебя все устраивает в нем, и тут получается так, что у него есть дети, ну, может быть, тут уже будешь снисходительный такой, окей, давай попробуем. Нет, Why not? об этом надо, во-первых, сразу говорить. То, что, допустим, у меня вот Ну, есть это было бы странно. ребенок. это опять Потому что у обман. меня тоже была такая ситуация. Я приехал, встретились с девчонкой, посидели с ним, сидим, и ей звонит телефон. Алло, Она- мам! Она такая там, типа, Пуся, не Муся, что-то такое, ну уж. Я говорю, кто это? Доча. Я говорю, Давай, доча. пока. Ага, пора. И все, ну как бы...
Мне тяжело это понять. Не, ну понимаете, тут такой случай, что мне кажется, ты же не знаешь, может быть, там у девушки или, да, или без или, муж умер. Или когда они этого ребенка рожали, она там думала, что это навсегда, а муж там их бросил. То есть, как бы, я считаю, что девушкам, им же не ставить крест на своей личной жизни. Да не, пожалуйста. Есть, наверное, Нет. такие люди, особенно, наверное, уже которые постарше, которые, в принципе, готовы принять девушку с ребенком. То есть тут как жизнь уже сложилась. Это Но на самом деле все вот индивидуально. Я считаю, что Ланч говорит правду, когда уже, наверное, постарше, когда ты семьи все-таки уже прям захочешь, ну, там, в 35 назовем, ну, дай бог, чтобы пораньше у всех все получилось, да, но если ты в возрасте, там, 35, у тебя в голове, наверное, какой-то все-таки сыграет Это бесспорно. Такие же еще и отцы, момент. которые с детьми, ну, типа, вот, есть же такое. Отцы-одиночки. Отцы-одиночки. Есть же такое тоже. Поэтому здесь каждый, кто как воспринимает. То есть, если ты нормально к этому относишься, окей, это твоя. То есть, ты вот нашел, тебе нравится, Мгм. там, допустим, ты с ним подружился и прочее. Да-да-да. Вот. Но сейчас я себя в этом не вижу. Допустим, я хочу все сам это пройти. Не, ну, с другой Весь стороны, этот да, путь. когда особенно ты молодой парень, понятно, что ты еще можешь и ребенка сам сделать, и Да. воспитать тебе, может быть, самому действительно это хочется, весь этот путь пройти отцовства. С другой стороны, ты взял, например, девушку с ребенком и задел своего. А вот получается, у тебя уже 2. Вот. А путь один прошел. А путь, ну, не, ну как, а как так? А видишь, как я его в ступор поставил? Мгм. Короче, нет. Короче, нет. В любом случае, мне это Ну, никак это, не ну, годится. понятно. Это дело каждого. Каждый выбирает сам. Каждый выбирает сам, где знакомиться, как знакомиться. Выбирает себе девушку, выбирает себе отношения, характер, красоту и прочее. Это личное дело каждого. Просто нужно найти свою любовь. Любите себя и будьте любимы. Постройте свою любовь. Дом 2. Егор, что ты- Любовь спасет мир. Это прекрасный вывод нашей Да. сегодняшней темы, что любовь, парни, и я вам хочу сказать, кто ищет, тот всегда найдет. Главное, без Случится токсичных все отношений. обязательно в вашей жизни, я уверен. В вашей и во всех жизнях, кто одинок. Спасибо Отлично. Давай поженимся. Спасибо. вам. Спасибо вам, господа, за этот прекрасный выпуск. Как это в конце. Я еще хотел сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, в общем, вы И поняли. ищите меня в Какая-то- Тиндере. И ищите в Тиндере. Мы долго уже держимся, мне кажется.